Anato Fabian. Production. Presence. Look on Anato Fabian YouTube. Казахстан – это государство, которое находится в самом центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая – к Европе. Столица Астана. Президент Касым-Жомарт Токаев. Площадь территории – 2 724 902 квадратных километра. Население более 19 миллионов человек. Казахстан граничит на севере и западе с Россией, на востоке с Китаем, на юге с Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном. Общая протяженность сухопутных границ – более 13 тысяч километров. Протяженность страны с востока на запад составляет 2963 километра, а с севера на юг – 1652 километра. Казахстан является самой большой по территории страной Тюркского совета. Омывается водами внутриконтинентальных Каспийского и Аральского морей. Выхода к морю не имеет и является самой крупной в мире страной с такой особенностью. В Казахстане ты встретишь равнины, степи, тайгу, скальные каньоны, холмы, дельты, заснеженные горы и пустыни. Казахстан был последней из союзных республик, объявившей о независимости в ходе распада Советского Союза в декабре 1991 года. Первым президентом республики стал Нурсултан Назарбаев. В марте 2019 года он ушел в отставку, а председатель Сената Касым-Жомарт Токаев занял пост временного президента и впоследствии победил на выборах 9 июня 2019 года. Страна входит в состав ООН, ВТО, ОТГ, СНГ, ШОС, ЕС, ОДКБ, ОБСЕ, АИС и тюркской культуры. В Казахстане резко континентальный климат с теплым летом и очень холодной зимой. Крупнейшие города Казахстана с населением свыше 100 тысяч жителей. Алма-Ата – 2,1 миллиона. Астана – 1,3 миллиона. Шымкент – 1,1 миллиона. Актабе – 555 тысяч. Караганда – 514 тысяч. Тарас – 425 тысяч. Усть-Каменогорск – 352 тысячи. Павлодар – 333 тысячи. Атырау – 315 тысяч. Семей – 306 тысяч. Кызылорда – 277 тысяч. Казахстан установил безвизовый режим для граждан 57 стран. Крупные курорты, такие как Бурабай, Сары-Агаш, Канаев, Зеренда, Маелды, Каркаралинск, Баянаул, Алаколь, а также горнолыжные курорты Чембулак, Табаган, Електы, Акбулак. Валютой Казахстана с 1993 года является тенге. Казахстан имеет наиболее продвинутую банковскую систему в Средней Азии. Казахстан официально является двуязычной страной. Казахский язык, который понимают 83,1% населения, это не точно, имеет статус государственного, в то время как русский язык, который сознает большинство казахстанцев, объявлен официальным и обычно используется в деловом, правительственном и межэтническом общении, хотя казахский язык постепенно вытесняет его. Ислам – 70,4%, христианство – 24,7%, нерелигиозность – 4,2%, народная религия – 0,3%, буддизм – 0%, другие конфессии – 0,1%. В казахской национальной кухне мясо домашнего скота может быть приготовлено различными способами и обычно подается с широким ассортиментом традиционных хлебобулочных изделий. Закуски часто включают черный чай и традиционные напитки на основе молока, такие как айран, шубат и кумыс. Традиционный казахский ужин включает в себя множество закусок на столе, затем следует суп,
и одно или два основных блюда, таких как плов, и популярной закуской является баурсак и шельпек. Казахская кухня в течение длительного периода строилась на использовании мяса и молока, конина, баранина и продукты их переработки. В деревянных бадьях и кожаных сабах варили мясо, опуская туда нагретые камни. Потому в старинной казахской кухне полностью отсутствовали супы, а мясо употреблялось преимущественно отварное. Особняком стоит праздник Наурыз, упраздненный советской властью в 1926 году и вновь возрожденный в 1988 году. Статус государственного приобрел 15 марта 1991 года после выхода указа президента Казахской ССР о народном празднике весны. Начиная с 2009 года Наурыз официально отмечается в Казахстане 3 дня – 21, 22 и 23 марта. Современный Наурыз сохранил преемственность традиций древности. Он является важным звеном связи времен, истории и современности страны. В дни Наурыза на улицах городов и поселков Казахстана ставятся нарядные юрты, в которых желающие могут отведать праздничные угощения. Повсеместно проводятся массовые игры. Государственные праздники, Новый год, Международный женский день, День Победы, отмечаемые в Казахстане, остались со времени Советского Союза. Существуют и новые праздники, появившиеся после обретения суверенитета. День независимости и День Конституции, праздник единства народа 1 мая. С 2012 года статус государственного праздника получил День защитника Отечества. Казахстан имеет 5 объектов культурного и природного наследия в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Мавзолей Хаджи Ахмеда Ясави, петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, Сары-Арка, степи и озера Северного Казахстана, Западный Тянь-Шань и объекты Великого Шелкового пути в Чиньянь-Тянь-Шанском коридоре. Что стоит посетить в Казахстане? В число интересных и красивых мест южной столицы входит парк Панфилова, раскинувшийся вокруг Зенковского собора, одного из немногих оставшихся целыми памятников царского периода. Его уникальность в том, что построен собор из дерева без применения гвоздей. Заилийская Алатау – величественные горные пики Кёнги-Алатау, одно из самых красивых мест в Казахстане. 2 гряды протянулись с запада на восток от Алматы до Иссык-Куля. Гостей Казахстана и любителей горного экстрима привлекают неприступные горные ледники, красивые горные реки, очаровательные долины, в которых пасут овец кочевые пастухи. Пик Хан-Тенгри – самый красивый и горный пик не только Казахстана, но и всего мира. Известность этому месту принесла необыкновенная форма его вершины, практически идеальная остроконечная пирамида, которая во время восхода и заката солнца окрашивается вместе со всей горой в алый цвет. С древних времен люди населяли это интересное и красивое место духами и окружали его легендами. Озера Кальсай, озеро Куль-Сей или Кальсай – одно из самых красивых мест Казахстана. Это 3 зеленых озера, наполненных чистой ледяной водой одноименной реки в предгорьях Заилийского Алатау на высоте 2000 метров. В озерах водится радужная форель, обитающая только в родниковой или проточной воде, а в окрестных горах можно встретить моралов, горных козлов и даже медведей. Актау – один из самых больших городов мира, расположенных в месте, где человеческая жизнь кажется совершенно невозможной. Основан он был в 1963 году на берегу Каспийского моря, когда в окрестностях нашли залежи урана. Окрестности Актау знамениты своими красивыми и уникальными пустынными ландшафтами Мангышлакского плато. Пустынный климат и эрозия отличились на твердых горных породах этого места, создали тысячи миниатюрных горных цепей, крохотных каньонов и глубоких впадин, наполненных очень соленой водой. Озеро Балхаш – это озеро, уникальный природный объект на территории Казахстана. Площадь его огромна при очень малой глубине. Восточная половина озера содержит соленую воду, а западная часть – относительно пресную, поэтому подводный мир и обитатели разных частей этого красивого и оригинального места кардинально различаются.